В багажнике BMW X5 E53 кузов и других BMW есть дренажные отверстия с левой стороны багажника и с правой стороны багажника. Периодически эти дренажные отверстия нужно чистить. Снимаем заглушки бампера. Вторая. Далее нам понадобится насадка Т-55 и откручиваем два крепежных болта бампера. Снимаем болт крепежный, откручиваем крепежный болт со второй стороны бампера. Далее нам понадобится головка на 8. И второй винт. Далее нам нужно поддеть пластик при помощи пластикового инструмента. Поддеваем и выворачиваем его. И откручиваем два винта с правой стороны бампера. Один винт и второй винт. Перед тем, как снимать бампер, нужно отщелкнуть под бампером защелки. Всего их здесь 4. Одна, вторая, третья, четвертая. Вот так выглядит обратная сторона защелок на самом бампере. И снимаем задний бампер. Так выглядит крепеж пластиковый с правой стороны бампера, направляющая, в которую заезжает бампер, и салазка, которая находится в бампере с правой стороны. Так выглядит крепеж с левой стороны бампера и две салазки в бампере, верхняя и нижняя. Я сниму полностью все разъемы с парктроников. Один, снимаем второй, нажимаем на фиксатор и снимаем третий и четвертый. Проводку можно отложить в сторону. Сейчас приступим к очистке дренажных отверстий. Начнем с левой стороны и перейдем к правой стороне. При помощи отвертки поддеваем резиновую дренажную вставку и выводим ее. Так выглядит наша дренажная вставка с левой стороны багажника. И правая сторона, снимаем правую дренажную вставку нашего дренажного отверстия. Поддеваем ее отверткой и снимаем. Так выглядит наша правая дренажная вставка. В каждой дренажной вставке есть отверстие. Это отверстие должно быть чисто и не забито грязью. Если отверстие будет забито грязью, вода, которая попадает через верхнее стекло, не будет стекать, а будет скапливаться, и днище багажника будет коррозировать. Сейчас мы приступим к очистке дренажных вставок. Наносим пенный очиститель и проходим кистью. И протираем микрофиброй. Отверстие должно быть сквозным. Смотрим на просвет. И очищаем вторую дренажную вставку. Проходим кистью. И очищаем микрофиброй. И проверяем отверстие на просвет. И устанавливаем дренажную вставку в наше дренажное отверстие багажника с левой стороны. Дренажная вставка на месте. Устанавливаем вторую дренажную вставку на место.
Дренажная вставка на месте. Перед тем, как установить задний бампер на место, я обработаю разъемы парктроников очистителем электроконтактов. Ссылку на видео о том, как продлить жизнь датчикам парковки, оставлю в описании под этим видео и в всплывающем окне сверху. Также в описании оставлю ссылку на видео о том, как снять задние датчики парковки с бампера. Приступим к нанесению очистителя электроконтактов на разъемы наших датчиков парковки. Наносим очиститель электроконтактов на разъемы нашего жгута проводов. Подключаем разъемы к датчикам парковки. При установке бампера нам нужно попасть верхней салазкой в верхний кронштейн на кузове и нижней салазкой в нижний кронштейн на кузове. И с правой стороны бампера верхней салазкой должны попасть в верхний кронштейн на кузове и нижней салазкой должны попасть в нижний кронштейн на кузове. В нижней части бампера нам нужно совместить направляющие с защелками, которые находятся у нас в нижней части кузова машины. И совместить кронштейны на кузове с кронштейнами на бампере. Второй крепежный кронштейн. Второй крепежный кронштейн на кузове. Приступим к установке заднего бампера. Попадаем верхними направляющими и нижними направляющими. И заводим наш бампер в посадочное место. И так же само с правой стороны. И проверяем верхнюю и нижнюю направляющие. Устанавливаем подкрылки на место. Закручиваем саморезы. Устанавливаем на место подкрылок с правой стороны. Закручиваем верхний саморез. И нижний. И защелкиваем фиксаторы в нижней части бампера. Регулируем зазоры бампера. Далее нам понадобится насадка Т-55. Перед установкой я нанесу графитную смазку на болты крепежные и закручиваем наши крепежные болты. Устанавливаем второй крепежный болт.
и зажимаем второй крепежный болт. И устанавливаем заглушки бампера. Ссылку на видео о том, как снять задний бампер BMW X5 E53 кузова, оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. Также в описании будет видео о том, как обслужить парковочную систему BMW X5 E53 кузов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале.